Эта студия 30 квадратных метров. Данный метраж по нынешним временам считается уже большим, и такие студии еще нужно поискать. Меж тем, практика показала, что именно такой метраж оптимален для такого формата квартиры. Можно худо-бедно что-то разместить без явного стеснения и ущерба, но при одном условии, что в квартире будет проживать один человек, а если пара, то только краткосрочно, как экстренный вариант до лучших времен. С детьми в такой квартире жить и не получится никак. Данная квартира заказчиками покупалась как экстренное вложение денег, когда в конце 2020 года цены на недвижимость в Питере росли как на дрожжах, и застройщики меняли ценники каждый месяц, а то и каждые 2 недели. Теперь к сути ремонта. Задача была сделать качественно и максимально практично, ибо любимому сыну. А пока сын учится в институте и сидит на шее у родителей, под сдачу, копейка лишней не бывает. Ремонт я начал делать в начале декабря 2020 года, закончил в конце февраля 2021, при том, что на меня была возложена задача полного цикла, то есть даже мебель покупал и собирал я сам. Я решил отгородить кухонную зону небольшой перегородкой. Кроме эстетической составляющей, есть и сугубо практическая. Звук от холодильника не будет прямиком идти в спальную зону. Ширина перегородки была выбрана мной также сугубо из практических параметров, под стандартный двухстворчатый шкаф. А вообще он там и не нужен, ибо в коридоре, где вехт-шахта, я нарастил имеющийся проем как раз под встроенный шкаф. За эту идею мне была выражена особая благодарность. После возведения и наращивания перегородок, смещения дверных проемов и разводки электрики, следующим этапом было выравнивание полов. Затем был этап штукатурки. В несущей стене в комнате была огромная дырень глубиной 8 см. Мне пришлось ее наращивать гипроком в несколько слоев. Особый цимус мне доставил санузел. Он хоть и не маленький, но очень дурной, особенно учитывая тот факт, что, как обычно, нужно впихнуть невпихуемое. Затем шла малярка, шпаклевал и шкурил, потом потолки и откосы красил, а на стены клеил обои. На пол в комнате и на кухне единым полотном был уложен полукоммерческий линолеум. Цвет выбирал не я бы такую расцветку в жизни не взял, но заказчики выбрали именно этот цвет. Исходя из этого цвета линолеума, уже впоследствии пришлось подбирать двери и мебель, что вполне неплохо выправило ситуацию. Да, двери, естественно, ставил также я. В коридоре на пол я постелил керамогранит, стены и пол в ванной – кафель. Балкон хороший, для такой квартиры просто кладезь, правильной прямоугольной формы, вполне приличные оконные рамы. От застройщика стены окрашены под шубу. Я лишь поднял полы стяжкой с сеткой, убрав жестяные нащельники, и постелил сверху кусок линолеума, тоже полукоммерческого. Потом я собирал мебель, и кухню, и шкаф тот, который встроенный в коридоре, разные тумбы, вешалку в коридоре и зеркало. Мебельное ДСП я резал в магазине в размер, потом утюгом клеил кромку уже на квартире. Получилось очень хорошо. Полки я сделал на штангах, можно менять высоту и количество полок, плюс перекладина под плечики. Ну и ложка дегтя. Для зеркала я купил стандартный мебельный щит и отвез его в стекольную мастерскую, чтобы мне в размер вырезали зеркало и там же его приклеили. Я так делал много раз, и именно в этой мастерской. Всегда было все хорошо, но конечно же не в этот раз. Забрал зеркало, привез в квартиру, повесил. А когда на следующий день пришел в квартиру, увидел сюрприз на полу. Зеркало отклеилось и упало. Хорошо, что под зеркалом я повесил полочку. Она погасила энергию падающего зеркала, плюс заставила зеркало падать плашмя, а не ребром. Иначе бы к кафельному полу пришел трындец. Поехал в мастерскую, там дико извинялись, приклеили новое бесплатно. Как выяснилось, мастер, который клеил зеркало, у них был новенький и по совместительству еще и ленивый. Поленился приклеить не только на жидкие гвозди, но и на двухсторонний скотч, как это положено по техрегламенту. В итоге ремонт квартиры удался, и заказчикам все понравилось. В данное время студия сдается в аренду, а я делаю ремонт на новом объекте. Итак, друзья, а что вы думаете о таком ремонте маленькой квартиры? Напишите свое мнение в комментариях, будет интересно. А с вами был Бориман, всем добра.